Я вам хотела показать несколько тестов, которые проводит компания Whitford, изучая качество антипригарного покрытия. Сегодня достаточно буквально 3 тестов для того, чтобы удостовериться в хорошем качестве антипригарного покрытия. Сейчас мы с вами посмотрим тест, который называется тест молоком. На сковороде до полного пригорания будут жарить молоко, мягко говоря. То есть самое высокое качество, самые высокие антипригарные свойства будут у покрытия, которые 5 раз без пригорания прошли этот тест. This is Whitford's Burned Milk Release Test, designed to measure the releasability of a coating. Rinse the test pan with hot water and dish detergent, blotting it dry. With the burner on a medium setting, place the pan on the burner. Pour cold, fresh whole milk into the pan so it covers the surface. The skin on the surface of the milk should bubble. When the skin collapses and darkens into an even brown, and smoke begins to come off the pan, remove the pan and place it under cold water. Scrape any remaining residue off with a non-abrasive soft sponge. If the residue is easily removed with a wet sponge, that is one pass cycle. Repeat the test as many times as necessary until the residue sticks, at which point the coating fails and the test is over. Rate the pan compared to others tested on the 5-point scale from excellent to failed. The Burned Milk Test from Whitford, where good ideas come to the surface. Это на 4, скажем так, то есть 4 раза прошел тест. Самое плохое качество покрытия будет, если оно только 1 раз прошло. Соответственно, его будут дорабатывать, прежде чем запускать в производство. Вот тест, который мы с вами сейчас посмотрим, называется абразивный тест. Это когда тестируется моющей губкой с моющим средством, как правило, это мыльный раствор, и смотрят, какое количество стирающих движений выдерживает антипригарное покрытие. То есть об очень высоком качестве говорит именно тест абразивным веществом, абразивным составом. Покрытие, которое выдержит как можно больше, не слезет после такого теста, соответственно, считается тоже очень высокого качества. This is Whitford's Reciprocating Abrasion Test. Place a pan onto the machine so it cannot move. Add water with 0.5% Triton X100. Cut a standard Scotch-Brite pad and attach the pad to the stylus. Set the length of the stroke to 4 inches. Whitford uses a 3-kilo weight to shorten the time of the test. Lower the stylus onto the pan. Set the counter to 0 and start the test. Run the test for a specific number of strokes. Whitford stops it at every 2,000 strokes to change the Scotch-Brite pad. Continue running the test and monitor the strokes until 10% of the substrate shows through the wear area, at which point the test is over. Record the number of cycles, and we can compare the coating's performance against other coatings tested. The Reciprocating Abrasion Test from Whitford. Итак, тест абразивным составом, то есть берется обычно моющая губка, жесткая сторона. В данном случае, в этом тесте, губка каждые 2000 циклов сменялась. У нас, как условие, губка меняется каждые 1000 циклов для того, чтобы была как можно чист этот эксперимент. И, соответственно, если вы обратили внимание, там во время, прежде чем начать тест, небольшой грузик положили на губку. Груз может быть, максимальный вес груза может быть 3 килограмма, минимальный килограмм. Как правило, мы проводим тест 1,5 килограмма и 3 килограмма. Если вы читали каталоги, которые идут к посуде из алюминия с антипригарным покрытием 3 титан, то вы могли заметить, что 3 титан выдержит 100 тысяч циклов трения губкой. Это с нагрузкой 1,5 килограмма. Если говорить о нагрузке в 3 килограмма, то 3 титан выдерживает количество циклов 45 тысяч. Давайте посмотрим еще один тест. Это тест
его называют LGA тест, тест металлическими шариками. Одну сторону сковородки заклеивают, насыпают металлические шарики в соляном растворе, в растворе кислоты и щелочи. И, соответственно, в течение 15 минут сковородку нагревают и трясут. И смотрят, как сковородка себя ведет. Тест на стирание, я бы так его назвала, металлическими предметами. Насколько покрытие устойчиво к использованию металлических предметов при нагреве. И, соответственно, если мы это будем делать там, в течение 15 минут металлической лопаткой елозить по антипригарному покрытию. Как долго оно продержится? This is Whitford's LGA test, designed to measure the wear resistance and release life of a coating. Cover 3/4 of a fry pan's surface with tape, leaving 1/4 exposed. With the pan on the shaking machine, add a mixture of corundum and stainless steel bearings. Set the machine to 300 RPM and the timer to 15 minutes. Stir the abrasive mixture. And after 15 minutes, turn the shaker off. Empty the pan and remove the first covered quarter. Repeat the test for another 15 minutes. Then a third 15 minutes. At which time the test ends. We now have abrasion tested for 45, 30, and 15 minutes, and can compare them with the original surface. Each of the 3 tested quarters is rated on a 9-point scale, from no change to coating completely worn off. Now we'll test the release. When the pan reaches 200 degrees centigrade, add enough pancake batter to cover the surface. When the edges turn brown, remove the pan from the burner. See what falls off, or comes off with a little help. Evaluate each section on a 5-point scale, from very good to very poor. The LGA test from Whitford, where good ideas come to the surface. Помимо вот этих 3 основных тестов, которые я вам показала, Whitford на усмотрение потребителя делает разного рода тесты. Также проводится тест, например, на длительное кипячение молока, то есть порядка 8 часов до полного испарения. Также проводится тест на томатную пасту, как себя ведет антипригарное покрытие в условиях кислоты, то есть когда мы готовим блюдо с добавлением каких-то кислот. Это томатная паста или лимонная кислота с добавлением лимона, соевый соус и так далее. Соответственно, на сегодняшний день Rondell выбирает 3 основных теста для того, чтобы проверить качество своей продукции. Сегодня, как я уже говорила, трититан выдерживает 45 тысяч циклов трения губкой с нагрузкой в 3 килограмма. Если вы говорите про 100 тысяч циклов, конечно, цифра 100 это намного больше. Тогда нужно иметь в виду, что это с нагрузкой в 1,5 килограмма. Также я вам сегодня расскажу еще об одном новом нашем антипригарном покрытии, Evolution, разработка Rondell. Чуть позже поподробнее расскажу, который выдержит еще больше, в 2 раза больше, чем трититан. Ну и про Ксилан Плюс я в том числе тоже скажу. На сегодняшний день еще раз хочу напомнить о том, что компания Rondell сотрудничает исключительно только с компанией Whitford на постоянной основе. Из-за того, что Whitford сегодня является единственным производителем, который занимается исключительно антипригарными покрытиями, который проводит всякого рода тестирование этими антипригарными покрытиями для того, чтобы удостовериться в отличнейшем качестве антипригарных покрытий. И, соответственно, наши покрытия служат как можно дольше, даже при использовании в экстремальных условиях.